На отдаленной ферме Луки, часто отрезанной от мира зимними снегами, царила тишина. Но однажды вечером его внимание привлек громкий стук. Лука насторожился. В дикой местности стоило быть осторожным. Взяв пневматическую винтовку, он открыл дверь, но низкий рык заставил его остановиться. Это был тигр. Огромный, но очень ослабевший, он лежал возле дома, не вставая. Лука понял, животное в беде. Он пытался позвонить в приюты, но из-за снега никто не мог приехать быстро. Один центр согласился приехать через час. Это был самый длинный час в его жизни. Он пытался дать тигру еду и воду. Тот почти не реагировал, лишь сделал глоток и снова опустил голову. Животное страдало. Наконец приехала команда спасения. Тигр, несмотря на слабость, испугался и попытался встать, но падал. Лука говорил с ним, стараясь успокоить. Спасатели усыпили его, и при осмотре на лапе обнаружили шрам. Там не росла шерсть. Тогда Лука понял, это был Като, тигр, которого он когда-то спас. Много лет назад, зимой, его старая собака увела его в лес. Там он нашел тигренка, попавшего в капкан. Мать-тигрица, видимо, оставила детеныша, посчитав его обреченным. Лука не мог оставить малыша. Он вытащил его из капкана, завернул в куртку и отнес домой. Приют не мог приехать, и Луке пришлось самому заботиться о тигренке. Он назвал его Като. Первые дни были тяжелыми. Тигренок едва дышал, и в какой-то момент Лука даже делал ему массаж сердца. С помощью советов ветеринаров он выхаживал его, зашил рану, давал лекарства, кормил. Постепенно Като рос, креп и даже подружился с собакой Луки. Но весной начал уходить, сначала на день, потом на неделю, и в конце концов исчез. Он стал диким тигром. Иногда Като навещал ферму, но не подходил близко. Лука наблюдал издали. Прошло 2 года с последнего визита, и когда тигр вернулся, еле стоя на ногах, сердце Луки сжалось. Спасатели выяснили, у Като была серьезная инфекция зубов. Возможно, он получил травму при охоте или в бою с другим животным. Требовалось срочное лечение. Один укол не помог бы. Нужно было забрать его в приют. Лука был рад, что ему помогут, хоть и грустил, что не может сам ухаживать за ним, как раньше. Однако, когда тигра начали грузить, он очнулся и зарычал. Пришлось снова усыплять. После долгих усилий Като увезли. На следующий день Лука позвонил. Тигру вскрыли нарыв, поили, кормили мягкой пищей. Он начал поправляться. Но вскоре пришла тревожная новость. Като сбежал. Один студент открыл загон, испугался рыка тигра и не закрыл дверь. Като ушел, и теперь, ослабленный, без лекарств, оказался в опасности. Начались поиски. Спасатели боялись, что тигр выйдет к людям, не зная, кому доверять. Дни шли. Потом фермер на окраине сообщил, что видел тигра. Команда прибыла с транквилизаторами и аккуратно подошла. К счастью, выстрел оказался точным. Като снова оказался в приюте. Там он получил все необходимое – лекарства, еду, тепло. Прошли недели, и Като поправился. Его решили отпустить на волю в безопасное и просторное место. Лука приехал в приют, чтобы попрощаться. Он стоял среди сотрудников, наблюдая, как Като возвращается в дикую природу. Хотя пути их разошлись, он знал, они навсегда связаны. История Като стала известной, тронув сердца по всему миру. Это история о доброте, доверии и том, как одно спасенное существо может навсегда изменить чью-то жизнь. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!